Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, лето 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. И если мы заявили судьбоносный поворот, вот давайте мы в самом начале узнаем, каковы вот эти судьбоносные, может быть, события. Если они есть таковые, мы пока еще не знаем. Будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Помним это, у каждого своя какая-то жизненная история, несмотря на то, что мы все под одним знаком родились. Не говорит знак о человеческих качествах или о какой-то личной составляющей, правда? Итак, что же будет, может быть, на кону стоять важное в течение лета, мои дорогие? Давайте узнаем. А знаете, мои дорогие тельцы, вы как будто приняли уже решение, да, есть какой-то выбор по символике карты. Но в последний момент телец притормаживает и говорит: нет, дай-ка я еще раз подумаю. То есть может прийти какая-то новость или какие-то события. Словно поставить нас либо перед фактом каким-то, либо в тупик, или что-то вам может, ну вот, до конца либо захотеть просчитать, либо вам что-то не нравится может. Нет в чем-то уверенности, и поэтому мы словно останавливаемся. Хорошо, что это у нас такое может быть? У кого-то ситуация в личной жизни конкретно может проиграться, и у каждого, безусловно, тут своя история. Как бы не крути, но прислушаться к интуиции и быть мудрым. Наверное, какой-то почетный компромисс, может быть, нам придется все-таки либо заключать, либо, ну, не то чтобы закрыть на что-то глаза, но, видимо, принять во внимание, что, к примеру, мы людей не можем изменить. И если есть какие-то, если это правда вашей личной истории касается, если вы видите, что, ну, есть в человеке много хорошего, но есть то, что нас, допустим, ну, вот, ну, не вяжется оно с нами, ну, значит, придется где-то взвесить за, против и быть мудрым. Вот, мы людей изменить не можем, мы все разные, да мы и не должны никого менять или воспитывать, еще хуже того. Поэтому определиться с чем-то. И что еще? Вот смотрите, это ведь у нас, с одной стороны, это как искатель Грааля. Вы можете быть буквально на выборе между личной жизнью, если мы говорим искатель Грааля или спаситель. Есть человек, может быть, который вроде бы как бы с вами заодно и вроде бы является помощником, да, может быть, вместе у вас какой-то общий проект, или просто вы вместе живете, это партнерские отношения по браку, или, может быть, еще нет брака, но вы тоже вместе проживаете. Но есть еще и то, что я хочу достичь. И это вот в контексте искатель Грааля, это какая-то высокодуховная цель наша, которой мы придаем большое значение. И мы как будто точно будем заниматься каким-то проектом, который для нас очень важен. Так вот, кому-то может быть, ну, не то, что не нравится, а вот какой-то свой взгляд на вещи. И вы где-то можете чувствовать, что мне приходится словно разрываться на две части, буквально, между моим проектом и между моей семейной жизнью или личной жизнью. И где-то это может нас останавливать, ставить в тупик. Вот что-то подобное, как будто решиться нужно на что-то, уравновесить. Для кого-то из вас это ведь может быть предложение в личной жизни, руки и сердца, или предложение о переезде, или вы будете думать со своим партнером переехать куда-то далеко, или, может быть, поближе, изменить место проживания. Поэтому у кого что. Так, давайте мне очень любопытно, и каков же совет? Чего бы ни касалось, мы должны учиться новому, адаптироваться к новой ситуации. И у каждого будет какие-то или будут свои обстоятельства, нужно принять во внимание, что мы словно проходим жизненный экзамен. От чего-то мы не сможем отказаться. И выдержав, может быть, какое-то напряжение или сделав правильные выводы, выборы. Но хотя нам не говорят, что мы должны от чего-то отказываться. Вы понимаете, как бы ни была сложная ситуация, а выбор все-таки будет. Это факт. Нам придется уравновесить словно обе части, просто продумать, как соединить
одно и второе. А сделать это будет достаточно сложно. Придется чему-то учиться, приспосабливаться к новым реалиям жизни, сдавать как будто жизненный экзамен. А для кого-то буквально, может быть, сдавать будете экзамен в течение лета, получать диплом или получать аттестат, или ну что-то такое. Вообще многообещающая карта, тройка пентаклей. Мы как будто самосовершенствуемся или учимся, но это не просто ради любопытства, а что в последующем нас ожидает прибавка именно в доходе в нашем, мы улучшим финансовое конкретно положение. Ладно, ну вот, значит, выбор какой-то будет, точнее, выбор нам может показаться это выбором, а по сути это будет то состояние, когда мы должны какие-то, ну, нейтрализовать противоречия внутри нас самих, вот именно, понимаете как? Ну, непростая вообще задача. Сейчас мы достанем по одной карте на месяц и посмотрим, каковы тенденции для нашего планирования. Все, конечно, может быть изменено. Июнь, но какие-то подсказки мы узнаем. Июль и август. И на колоде Таро Висконти Сфорца мы достанем по основным сферам жизни, по 3 карты, как видят развитие событий. Колода Таро Висконти Сфорца. Что для тельцов? Итак, дела, работа, бизнес. Июнь, что у нас будет по финансам? И что у нас будет в личной жизни? Июль. Дела, работа, бизнес. Каковы финансы и события в личной жизни. Смотрим энергии. И август. Все то же самое. Дела, работа, бизнес. Финансовая составляющая и личная жизнь. Итак, смотрим. Июнь. Ну вот, как не перемешивая, все равно эта тройка пентаклей нам выпадает, правда, какой-то экзамен, когда, может быть, буквально в июне у кого-то сдача экзамена или какие-то курсы, когда мы самосовершенствуемся или профессиональный какой-то успех свой строим уже, да, в каком-то новом качестве, с новой должностью, или прогресс вообще, вот эта карта прогресса. Тут бы чем бы мы ни занимались, мы будем думать о деньгах. Вот, мои дорогие тельцы. И даже если мы какой-то либо экзамен, либо обучение проходим, все равно для того, чтобы в последующем увеличить наш доход, порешать какие-то финансовые вопросы. У кого-то буквально могут и быть как обучение ваших детей, правда, у кого-то и так пройдет. Или ваших внуков, может быть, даже кто-то и так, и вы будете участвовать, может быть, финансово, почему нет? Или как-то вы будете помогать в этих вопросах. Ну, видимо, не исключается еще и то значение, что мы можем столкнуться с тем, что нам придется принять какое-то важное решение по поводу какой-то конкретики. Есть реальность, и по этой карте мы не должны где-то стремиться к тому, чтобы все сохранить в каком-то первозданном виде. Есть прогресс, повторюсь. И значит, знаете, когда мы открыты миру, мы идем вперед. Мы не пытаемся что-то удержать в какой-то статике. А здесь нет. Здесь все время развитие. Новое что-то должно для нас открываться, нас что-то должно интересовать, как узнать мир, так и обрести какие-то новые знания. И для нас это будет тогда прогресс. Дела, работа, бизнес, как видят карты. Чего бы ни касалось, колесо фортуны. Здесь 50 на 50. Примите во внимание, какой-то ситуации нам не избежать. По этой карте мы это узнаем, когда мы проучаствуем. И поэтому надеемся мы только сами на себя, нам никто не придет на помощь, увы, в июне. И поэтому да, мы должны оставлять за собой пространство для маневра. То есть, если мы, участвуя в каком-то вопросе или деле, видим, что что-то не в ту сторону дело повернулось, значит, мы должны из него вовремя выйти, как, наверное, этот мудрец, который проползает под этим колесом. А может, для кого-то из вас это быть именно та фортуна, когда воспользоваться каким-то моментом для вас будет тоже очень важно. Но опять же повторюсь, что это вы узнаете, когда вы уже в чем-то участвуете. Поэтому держим руку на пульсе. И очень важно подмечать все, что происходит вокруг. И повторюсь, надеяться только на самого себя.
оставляйте за собой вот именно это пространство. Еще один, смотрите, старший аркан. И если мы говорим это на финансы, ну, получение денег, да, тех денег, которые вы, может быть, ждали долго, а они где-то там в пути потерялись, задержались, и они тут до вас доходят. С другой стороны, это получение каких-то заслуг, каких-то бонусов, которые так или иначе впоследствии будут для вас с каким-то материальным эквивалентом. По этой карте на будущее, ведь все-таки это карта возрождения, очень добрая карта и избавления от боли. Как будто если были финансовые проблемы, мы сможем их решить. И на последующий уже период нам ангелы трубят. Больше не оборачивайся назад, они нам говорят, потому что какая-то прежняя история, она уже не повторится. Здесь придется отстраивать какую-то свою будущую финансовую новую реальность, но совершенно в другом качестве. Для кого-то эти обе карты, как Его Величество, счастливый случай, могут действительно вот такое иметь значение. Поэтому не пропустите чего-то. И повторюсь в очередной раз, что мы должны в чем-то проучаствовать. Нам может показаться какое-то дело, ведь у нас начинается-то ведь стройки пентаклей. Я сказала, мы открыты. Как бы, да, мы не стоим на месте, не пытаемся удержать ту ситуацию, которая у нас уже есть на данный момент или была когда-то. Нет, тут мы настроены на то, что мы движемся вперед. Все в жизни, оно в динамике. И если мы пытаемся что-то задержать, то мы неизбежно где-то соскальзываем, словно в какое-то болото. Для вас это недопустимо, иначе вы словно себе какой-то прогресс перекроете, мои дорогие тельцы. А с учетом вот этих двух карток, тут вообще нужно быть очень внимательному в течение июня месяца. Как что-то не прогадать, так и не упустить то, что будет для вас означать совершенно новую реальность, какие-то новые перспективы, как и по финансам, как и по делам, как и по вашим личным достижениям, именно амбициям, все-таки дела, работа, бизнес, порешать какие-то вопросы, вовремя ухватить, может быть, эту удачу или успеть в последний вагон уходящего поезда. Вот что-то такое может стоять на кону. В личной жизни что у нас? Ух ты! И еще старший аркан. А для кого-то из вас все вместе. Вопросы личной жизни, финансов и личных достижений. Все в один клубок может переплестись. И просто помните, вам отсюда только вперед. Не пытайтесь что-то повторить из прошлого, или сделать как всегда, или самому себе сказать, что-то я от этих американских горок устал, хочется мне вот уже стабильности, так вот сесть, успокоиться. Не получится. Если будет это желание, его нужно так немножко в себе погасить. Тут, наоборот, надо быть внимательным. Для кого-то в личной жизни изменения, буквально, может быть, встреча с человеком, которому вы испытываете физическое влечение, какая-то страсть есть. И тогда какая-то любовь страстная, может быть, захватит. Или нужно что-то решать, какая-то просто ситуация, касаемая вашей личной жизни, вашей семьи, может быть, ваших детей. Ведь это всегда какая-то зависимость, понимаете, еще. Конечно, привычки наши, которые со знаком минус, они нам тоже могут мешать. Но мы так поглобальнее смотрим, и есть, безусловно, то, от чего мы как будто бы, мы хотим, с одной стороны, это получить, но можно попасть именно к 15-му аркану в зависимость, и поэтому не делать чего-то чересчур. Я уже сказала, что нужно словно быть внимательному и держать руку на пульсе, а здесь еще нужно быть мудрому, не поддаться каким-то эмоциям, не решать что-то сгоряча, не навредить самому себе. Может быть, будет что-то в личной жизни на кону очень важное стоять. Ну так тоже это нужно решать не с позиции эмоций, а словно эмоции нужно исключить вообще. Они нам могут мешать в течение июня месяца. Нужно здраво видеть ситуацию. У каждого из вас какой-то будет свой ворох событий. Причем это будут обстоятельства, мои дорогие, 3 старших аркана. Чего-то вы не сможете изменить. Поэтому сетовать тут на судьбу точно не стоит. Я надеюсь, для кого-то как раз больше в плюс проиграется. Но ведь тут, знаете, иногда возможности к нам приходят совсем не таким путем, как мы это предполагали. Вот
как раз предыдущие карты, которые мы с вами до расклада доставали, да, они как раз и могут свидетельствовать о том, что мы словно не знаем, что нам делать, что нам предпринять. Есть у нас то, что мы хотели бы, или какое качество жизни мы хотели бы себе получить, может быть, быстрее. А тут как-то мы столкнемся с новыми реалиями. С одной стороны, это возможность, но она как-то пришла совсем не так, как я предполагал. И тем не менее, нужно принять, что приходит на наш порог или в наше информационное пространство. Оттолкнуться от этой реальности, чтобы построить новое качество жизни. Вот июнь может быть отправной точкой. Давайте посмотрим, что у нас в июле. Ну, правильно расставить приоритеты будет важно, потому что шикарная карта «Тройка жезлов» – это когда 5 минут до старта. У кого-то, правда, переезд осуществляется, какие-то бонусы, перспективы по работе, по вашим личным планам, достижениям. Тут ведь у нас как будто корабли на горизонте, 5 кораблей, и это один из символов Меркурия. Когда много людей будет как среди вас, или вы окажетесь в каком-то новом обществе, вам придется где-то это учитывать. Может быть, и учиться, у кого-то учиться языку новому, или адаптироваться к новой какой-то реальности, у кого-то новая страна, у кого-то просто новая работа, и тоже новый коллектив, и к этому надо как-то приспособиться. Но это вам предвещает уже какой-то прогресс, успех. Посмотрите, 2 тройки. У нас все под контролем 2 месяца. Это шикарно. И это наша сильная позиция, и которая сама по себе тоже перспективы открывает. Июнь перспективы, июль перспективы, мои дорогие. Чего-то не упустить, но и не поддаться какому-то импульсу. Хладнокровие. Дела, работа, бизнес. Вообще можно дальше не смотреть. Карта мага. Вам придется манипулировать людьми. Вам придется манипулировать самим собою. И мы, опять же, возвращаясь к тем картам, которые мы достали до расклада, где-то уравновесить противоречия в самом себе и всяческие эмоции исключить. Мы можем от чего-то отказаться за 5 минут до успеха. Будет в этом определенный риск, начиная с июня, потому что мы можем поддаться эмоциям. Или увидеть что-то не в той реальности, как все обстоит. А есть шанс, пусть каким-то другим путем и методом, и изменить, как знаете, с чистого листа свою историю жизни написать. Здорово. Помогу, когда все возможно. Ну, удивительно. 2 старших аркана. Личная жизнь, переезд, дипломатия. Опять же, оттолкнемся от мага. Если что-то нам не нравится, мы все равно со всеми договариваемся. Может быть, будет стоять, опять же, выбор продолжается как будто. Вы будете, видимо, эпоха перемен какая-то для Тельца, и это, в общем-то, закономерно. Но у каждого ведь по-своему. Поэтому будьте мудры, не отказывайтесь от всего того, что вам будет преподносить судьба. Даже если на первый взгляд вам это кажется как-то криво или не так, или я тут не хочу, или мне это не нравится. Вот этот импульс в себе так вот прямо, знаете, придавить. Потом убрать эти эмоции и сесть обдумать ситуацию. И поверьте, если эмоции удастся исключить, мы увидим для себя огромные перспективы, мои дорогие тельцы. Не упустите чего-то важного. Быть счастливым. Вот от начала до конца. Мало что руководить процессом каким-то. Может быть, вот так вот исподволь, в других энергиях. Но и когда, знаете, это какой-то прочный задел на счастливое, долгое будущее. Но нам придется с людьми взаимодействовать, и договариваться придется. И поэтому будьте дипломатами. Дипломатия будет ваш, как знаете, конек, ваша сильная сторона. И тогда нет ничего невозможного, что в личной жизни могут быть какие-то вопросы, как связанные с детьми, например, да, вам придется их решать, но это еще и какие-то новые идеи, новые планы. Может быть, планы в вашей паре, в вашей семье, или ваши личные какие-то амбиции, опять-таки новые какие-то, или новые горизонты, которые перед нами открываются, и сама по себе карта идей каких-то, вдохновения, и уже где-то мы хотим что-то совершить. Но в этот месяц, в июль, будет важно не торопиться,
торопиться. Все-таки Паш у нас стоит. Он не скачет, как рыцарь, да. Есть в этом какая-то неспешность. Что-то мы должны додумать в личной жизни. Может быть, с чем-то будем определяться, рассматривая какую-то свою перспективу. Все-таки тройка жезлов тоже нам говорит, сильная позиция. Но человек еще стоит, ожидает. 5 минут до старта, я сказала. И здесь мы закладываем какое-то свое прочное будущее, словно фундамент. И для вас его будет важно заложить вот так, знаете, уверенно, надежно, по-тельцовски, чтобы на века, на года и потомкам еще осталось. Вот так вот, мои дорогие. Давайте посмотрим. Ну, продуктивный месяц, что скажешь? Июль. Король жезлов. По королю жезлов, опять же, огненная энергия. Это карта харизматичного лидера. Это тот, который лидер по умолчанию, никому ничего не доказывает, но надеется сам на себя. У вас может поменяться как и круг общения, так и много людей, которые, в принципе, могут к вам обращаться за советом. Кому-то вы можете этим советом помогать. Но о чем нам говорит эта карта? Что-то обдумать. Мы должны быть честны сами с собой. Значит, за июнь, за июль подведем какие-то итоги и должны правильно с чем-то сориентироваться. Не спеша. Король жезлов никуда не торопится. Видимо, уравновесить какие-то вот эти противоречия окончательно, увидеть, что по факту, и что-то себе уже планировать на дальнейший период. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Удивительно, мои дорогие тельцы. Одинаковые энергии. Карта сила и карта мага. Манипуляции. Позиция серого кардинала. И нам придется опять уравновешивать какие-то противоречия. Именно внутри самого себя. Есть какая-то реальность. Есть, мы видим уже по факту, что у нас что-то получается. Если мы правильно распорядились где-то с июня какой-то энергетикой, возможностями, финансами или какими-то своими перспективами. И по этой карте молодой человек заставляет льва подчиниться. Лев имеется в виду наше эго. Это наши какие-то желания. И победа интеллекта над грубой силой. Нам придется своим интеллектом буквально увидеть реалии какие-то. Это наши возможности огромные. Но не время для эмоций, потому что сказала, что как у мага энергетика в этой карте, и эта позиция, когда мы, отступая полшага назад, руководим процессом незаметно, и это дела, работа, бизнес, вы все порешаете. И если где нужно, будете дипломатами, если где необходимо, мы промолчим, где необходимо, где-то мы добавим каких-то действий, но без всякой спешки. Это тоже. Вот у нас уже король жезлов нам сказал, что не ускоряйся в целом, даже будут какие-то идеи, все-таки карта короля жезлов огненная энергия, это есть какое-то страстное желание быстрее какой-то вопрос решить, что-то получить, как результат, а нам говорят, нет, манипулировать где-то придется и опять же уравновешивать, где-то приспосабливаться. Но все абсолютно в вашей власти. Что у нас там по финансам? Здесь как какая-то и помощь может быть, так какие-то и предложения, так и может быть еще вообще хорошее настроение на финансы, как будто даже если вы кому-то помогаете или вам как будто кто-то помогает, нас все устраивает. По финансам здесь нет какого-то как и в минус, так и большого плюса, но когда мы остаемся довольны, хотя кто-то, повторюсь, будет решать вопросы, связанные с детьми, все-таки Паш, или с внуками, кто знает, как-то, может быть, перипетии. Или вы сами будете учиться чему-то новому, мои дорогие, для того, чтобы повысить свой какой-то статус, и в том числе финансовое благополучие. Но вам придется учиться в течение лета, и неважно, сколько вам лет, как будто это ведь может быть не конкретная какая-то учеба, а это ваш какой-то инсайт, когда меня заинтересовало, может быть, у кого-то рукоделие какое-то, да, или ваше ремесло, ваше творчество, и вы его захотите монетизировать, почему нет? Полный вперед, мои дорогие. Вот у каждого своя же какая-то история. Давайте, что в личной жизни. В личной жизни у нас 5 жезлов, и могут быть какие-то споры.
Может быть, это хаос, который информационным называется. Совершенно разрозненные могут приходить какие-то новости, или вы сами можете искать какую-то информацию, пытаться что-то разузнать. И тогда примите во внимание, что тут надо действительно, вот как король жезлов, оттолкнуться от того, что я честен сам с собой. И есть то, что я хочу достичь, добиться, решить, а есть еще какая-то реальность. И поэтому мы не идем в противовес реальности. Мы держим руку на пульсе, но по этой карте мы не участвуем ни в спорах, мы не участвуем в обсуждениях. И карта нам говорит, будь сторонним наблюдателем. Не в какой-то конфликт, как будто мы не должны быть втянуты или проучаствовать в каком-то споре. И это на личную жизнь. У кого-то это, каким-то образом может отыграться, конечно, на ваших честолюбивых планах, да, где-то по работе, по бизнесу, вот какая-то неразбериха может быть тоже. Тогда мы не эмоционируем. Помним, у вас карта силы, все в вашей власти. Тут ведь самое главное, когда мы впадаем в каких-то эмоции или они берут над нами власть, мы уже не видим какой-то реальности, она от нас ускользает. А вот находясь в холодных энергиях, это ведь все холодная энергия, обратите внимание, никакой горячности, никакого импульса. Мы как раз более рациональны, и для вас будет очень важно не проучаствовать в чем-то, понимаете, буквально не быть втянутым во что-то, а принять правильное какое-то решение. Причем то решение, которое должно укреплять ваш статус, ваше финансовое какое-то благополучие и в целом вашему развитию и прогрессу тоже способствовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы.